Она – живая легенда, чье лицо знает каждый фанат Дорам, а ее красоту называют неземной. Но знали ли вы, что в самом начале ее пути врачи не давали этой девочке ни единого шанса на жизнь? Сегодня мы раскроем секреты женщины, которая заставила весь мир влюбиться в корейское кино, прошла через болезненные разводы и нашла свой личный эликсир молодости. Досмотрите до конца, и вы узнаете, какой необычный продукт из холодильника помогает ей выглядеть на 20 лет моложе в свои 44. Мечты растут вместе с теми, кто смеет мечтать. Именно так говорит легендарная актриса Сон Хе Гё. И ее жизнь – лучшее тому подтверждение. Мало кто знает, но история этой звезды началась с настоящего чуда. Сон появилась на свет 22 ноября 1981 года в городе Тэгу. Малышка родилась настолько слабой, что врачи честно предупредили родителей, шансов выжить почти нет. Несколько месяцев семья боролась за каждый ее вздох, и только зимой следующего года девочка пошла на поправку. Тот счастливый день, 26 февраля 1982 года, родители решили считать ее настоящим днем рождения, и именно его вписали в официальные документы. Ее детство нельзя было назвать сказочным. Родители разошлись, когда Хе Гё была совсем крохой. Мама забрала дочку и переехала в Сеул. Именно эта женщина стала для будущей звезды главной опорой, поддерживая ее во всех творческих начинаниях. Пока сверстницы играли в куклы, маленькая Сон уже штурмовала кастинги и конкурсы талантов. А в школе она даже серьезно занималась фигурным катанием. Первый крупный успех пришел к ней в 14 лет. Девочка победила в конкурсе моделей и стала лицом бренда школьной формы. Это был ее золотой билет, юную красавицу заметили продюсеры и начали приглашать в молодежные сериалы. Но, несмотря на раннюю славу, Сон не забросила учебу и позже успешно поступила в университет Сиджон, где начала профессионально изучать киноискусство. Ее путь на большой экран начался в далеком 1996 году с небольшой роли в драме «Первая любовь». Кто бы мог подумать, что именно этот сериал станет фундаментом для захвата азиатского рынка корейской культурой. Уже через год шоу гремело в Китае, открывая эру обожания Дорам. Но настоящий взрыв популярности случился в 2000 году. На экраны вышла мелодрама «Осень в моем сердце», которая мгновенно превратилась в национальный хит. Миллионы людей буквально прилипали к телевизорам, сопереживая героям. Однако за красивой картинкой скрывался изнурительный труд. Спустя годы актриса шокировала фанатов в одном из интервью. График съемок был настолько плотным, что ей пришлось 3 дня не ходить в душ. И дело было не в лени, режим работы и необходимость по минутам сохранять сложный грим и прическу просто не оставляли времени на элементарную гигиену. Сон Хе Гё доказала, ради идеального кадра она готова на любые лишения. Следующим триумфом стали «Потомки солнца». Этот проект не просто закрепил ее статус звезды, но и, по мнению экспертов, открыл южнокорейскому контенту двери на глобальный мировой рынок. Вместе с партнером по кадру Сон Джун Ки они создали дуэт, который обсуждал весь мир. Сон Хе Гё уже много лет называют иконой азиатского стиля. Ее лицо – это эталон. Выразительные кошачьи глаза, точеные скулы и та самая нежная улыбка, которая сводит с ума миллионы фанатов. Кажется, время над ней просто не властно. Конечно, такая безупречная внешность порождает массу слухов. В интернете годами спорят, делала ли актриса пластику носа или контурную коррекцию лица. Сама звезда эти сплетни никак не подтверждает, зато охотно делится своими реальными секретами ухода. Сон Хе Гё призналась, что ее главный секрет сияющей кожи – это обычное молоко. На последнем этапе умывания она подогревает немного молока и наносит его на лицо. Почему это работает? Все дело в молочных кислотах.
Они работают как мягкий пилинг, удаляют мертвые клетки и проникают глубоко в поры, делая кожу чистой и светящейся. Кстати, этот бьюти-тренд придумала не она. Еще Клеопатра принимала молочные ванны, а жена императора Нерона возила за собой целое стадо ослов даже в путешествие, чтобы всегда иметь под рукой свежее молоко для ухода за кожей. Эффект 2 в одном – и увлажнение, и питание. Теперь вы знаете, как корейской диве удается обманывать возраст. Личная жизнь Сон Хе Гё – это сюжет, который достоин отдельной дорамы. За каждым ее романом поклонники следили, затаив дыхание. Сначала был красивый союз с Ли Бён Хоном в 2003 году, но он не продержался и года. Позже актриса влюбилась в своего партнера по кадру Хён Бина. Фаны уже вовсю ждали свадьбу, но пара неожиданно объявила о разрыве. Сон тяжело переживала это расставание и на долгое время закрылась от всех, уйдя с головой в работу. Но в 2017 году мир взорвала новость. Сон Хе Гё выходит замуж за Сон Джун Ки, своего экранного возлюбленного из потомков Солнца. Их свадьба в сеульском отеле Шила была похожа на сказку, а платье от Dior обсуждали все модные журналы. Казалось, это навсегда. К сожалению, сказка закончилась быстро. В 2019 году они развелись, так и не назвав официальную причину. В сети шептались, что актриса слишком увлечена карьерой, но Сон, как истинная королева, оставила все слухи без комментариев. Она выбрала тишину и самопознание. Сегодня Сон Хе Гё 44 года, и она на пике своей формы. Она не боится стареть, не боится пробовать сложные жанры и честно говорит: «Я учусь любить себя каждый день». И, глядя на ее успех, понимаешь, у этой легенды все только начинается. Наше видео подошло к концу. История Сон Хе Гё доказывает, даже если в тебя не верят врачи, ты можешь стать легендой. Она не боится перемен, разводов и сложных ролей, оставаясь иконой стиля и в 44 года. А какая дорама с ее участием ваша любимая? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, если было интересно, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.